Исходя из формата конференции и регламента, постараюсь изложить материал в сокращенном виде, наметив лишь основные идеи в популярной форме. Любое живое существо основывает свою жизнедеятельность на основе информации, полученной в виде сигналов, усвоенных в процессе восприятия. От степени сложности организма зависит и уровень его информированности, способности переваривать количество и качество этих сигналов. В основе первой сигнальной системы лежит рефлекторная деятельность животных, инстинкты, условные и безусловные рефлексы, то есть восприятие через рецепторы непосредственных раздражителей внешней среды, исследование жесткому алгоритму поведения. Животное, обладающее первой сигнальной системой, неизбежно является органичной частью среды, где оно обитает, биосферы Земли. Видимо, по этой причине спинной мозг практически всех животных расположен горизонтально. Человек, начиная процесс выделения себя из биологической природы, встал на ноги и начал развивать у себя способности для получения большей информации об окружающей среде. То есть те сигналы, что шли непосредственно на рецепторы, стали дополняться сигналами, порождаемыми зарождающимся и усложняющимся мышлением, в основе которого лежит слово, сигналов по Павлову. Вторая сигнальная система, возникшая на основе первой, связана с функцией речи и общественным образом жизни. Инстинкт, как основа для действия, уступает место мышлению. Больший объем получаемой и обрабатываемой информации позволяет перейти к более сложному поведению, где есть выбор и способность создавать явления и процессы, отличные от биологических. Создается мир людей, социум, который обладает своими особенностями и самодостаточностью. Мы создали кинематограф и финансовые деривативы. Дюркгейм, один из основателей социологии, утверждал, что общество – это реальность особого рода, самостоятельная реальность, обладающая собственной принудительной силой. Одним словом, человек создал свою реальность и стал ее частью социума. Если говорить о дальнейшем развитии человека, то есть о раскрытии его полного потенциала, то следует обратить внимание на то, что каждый человек уникален, и развитие этой уникальности напрямую не связано с функционированием социальной среды, задачей которой входит организация и поддержание функционирования людей в целом, как группы. Что-то в человеке общественное, а что-то нет. Что-то вне его, социума границ, писал Георг Зиммель. Уникальность человека вне социальных моделей, она за словами, которые, будучи сигналов, являются исключительно атрибутом второй сигнальной системы, и вне ее не существует. Так что же находится в человеке за словами? Какие сигналы приходят в мозг и какую реальность они отражают? Совсем недавно человек вышел за пределы биосферы и включил космическое пространство в сферу своих интересов. Главным инструментом познания является мозг, и параметры его функционирования определяют всю деятельность человека. Что и как человек воспринимает, то для него и реально. Огромные пространства, гигантские периоды времени и процессы с этим связаны, не укладываются в привычные представления и требуют усилий для их усвоения. Необходимы новые режимы работы мозга. Если во внешнем мире с этим справляются компьютеры, которые со временем прогрессируют, то у человека остается только его восприятие и необходимость его развивать. Сверхчувственное восприятие находится за словами, фактически на уровне прямого усвоения информации в чистом виде, то есть формы или образа. Это и есть третья сигнальная система, природная способность человека, которая, хочу обратить внимание, развивается тогда, когда возникает в ней необходимость.
Здесь следует заметить, что предыдущая сигнальная система, развиваясь на основе последующей, подавляет ее или контролирует. Здесь 3 примера доминирования, это вне текста, доминирования сигнальной системы. Здесь первая сигнальная система, видите, рога. Мозг работает в режиме, как у животного практически. Это вторая сигнальная система доминирует, вместо рогов уже корона. И это третья сигнальная система, когда уже мозг работает в совершенно другом режиме. Возвращаясь к тексту. Так животные инстинкты, поведение, основанное на борьбе за пищу и потомство, контролируется разумностью, возможностью сделать выбор, чего нет у животных. Действовать на основании информации другого качества, позволяющей учитывать интересы не только индивидуума, но и его группы. Осуществлять планирование на основе предыдущего опыта и элементов предвидения. И дальше, следующий уровень. Увлеченность целями роста социальной перспективы как единственно возможного прогресса, слепое исследование поведенческим шаблонам может быть поставлено под контроль пониманием глобальных процессов, более отдаленной перспективы и интересам гораздо более соответствующим природе человека. Людей, обладающих таким пониманием, издревле называли мудрецами. Еще с давних времен они старались понять мир и развивали в себе высшие способности восприятия и использовали одни принципы контроля сигнальных систем, начиная с самой первой и трудной. Твердое владение чувствами – вот что такое йога. Так формулировал бог Яма смысл йоги или обуздания в древних ведах. «Закрой 5 движений, и откроется 3 сияния», говорили даосы. Управление чувственными сигналами воспринималось как достижение пустоты, понимание взаимосвязи и природы реальности. То, что в квантовой парадигме, сменившей второсигнальную ньютоновскую, называется квантовое поле, квантовая перепутанность и корпускулярно-волновой дуализм, все это было предметом постоянного интереса небольшой группы людей, практиковавших то, что называется медитацией. Существует достаточно много серьезных исследований, подтверждающих реальность изменения в мозге вследствие практики. Сошлюсь лишь на одно, проведенное в Массачусетском университете Бостона. В мозге практикующего медитацию от года до 30 лет увеличивается толщина некоторых отделов коры головного мозга, вовлеченных в процессы внимания, рабочей памяти и сенсорной обработки информации. Это префронтальная кора и островки Рейля. Рост коры головного мозга происходит не за счет роста нейронов, а за счет разрастания кровеносных сосудов, глиальных клеток, астроцитов, всей системы, которая питает мозг. То есть мозг меняется. Все большее количество людей практикует дзен-медитацию, и это не развлечение, а насущное требование времени. Современные условия существования человечества требуют максимального усилия для принятия очень непростых решений. На самом передовом рубеже развития использования возможностей человека находится институт Кундавелл. Имидж-медицина оперирует возможностями третьей сигнальной системы для восприятия образов, для диагностики и оперирования ими для целей исцеления человека. Уникальные методики института еще ждут своего развития и расцвета. Спасибо.